Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить очень нежный банановый мусс для торта. Готовится он очень просто и быстро. В первую очередь подготовим желатин. Берем 12 граммов желатина и 70 граммов холодной воды. Хорошо перемешиваем и оставляем набухать. Теперь подготовим бананы. Нам понадобится 300 граммов. К ним добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, чтобы они не потемнели, и измельчаем блендером в кашицу. Масса должна получиться полностью однородной и без кусочков. Дальше добавляем 40 граммов сахарной пудры и перемешиваем лопаткой до однородности. Дополнительно массу можно пробить блендером, чтобы не оставалось крупных комочков. К этому времени желатин уже набух, и теперь его необходимо растопить до жидкого состояния. Я это делаю в микроволновке короткими импульсами и каждый раз хорошо перемешиваю, чтобы его не перегреть. Также его можно растопить и на водяной бане. Главное не кипятить, иначе желатин потеряет свои свойства. Вливаем желатин в банановое пюре и еще раз хорошо пробиваем блендером. Дальше нам понадобится 340 граммов жирных сливок, 33%. Взбиваем их до мягкого состояния. На всякий случай напомню, что перед взбиванием их нужно очень хорошо охладить. Также я рекомендую взбивать сливки в более высокой и узкой емкости, так они взобьются гораздо быстрее. До плотного состояния взбивать не нужно, так как потом мусс будет очень сложно перемешать и будут оставаться комочки сливок. Поэтому, как только сливки взобьются до мягкого состояния и будет оставаться легкий рисунок от венчиков, можно останавливаться. Теперь взбитые сливки добавляем в банановое пюре. Так как сливки мы используем очень холодные, я рекомендую добавлять их постепенно. Сначала добавить пару столовых ложек и аккуратно перемешать лопаткой до однородности. Так мы выровняем температуру ингредиентов и желатин не пойдет комочками. Затем можно добавлять оставшиеся сливки и аккуратными движениями снизу вверх перемешиваю массу до однородности. Если вы заметили, что мусс у вас все-таки пошел комочками, это можно исправить. Поставив миску на водяную баню и постоянно помешивая, подогреть массу до растворения желатина. Главное не перегреть. Как только комочки разошлись, сразу же снимаем с водяной бани и используем в начинку торта. После добавления сливок долго перемешивать не нужно. Как только масса стала однородной, банановый мусс готов. Он получается очень нежный, воздушный и с насыщенным банановым вкусом. Использовать его можно по-разному. Например, перелить в силиконовые формы и заморозить. Такие заготовки удобно вставлять в центр торта вместе с кремом. Если таких форм нету, подойдет металлическое кольцо. Его донышко можно затянуть пищевой пленкой или фольгой. Также мусс можно сразу вылить на бисквит в кольце и отправить в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов. Такой банановый мусс отлично сочетается с клубничным, шоколадным или классическим бисквитом. Рецепты бисквитов уже есть на моем канале, ссылку на них оставлю в описании. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. Буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки.